доктор Эндрю Картер посвятил более 35 лет изучению крупных хищников Африки. За годы работы он усвоил главное правило: человек не должен вмешиваться в жизнь дикой природы без крайней необходимости. В саванне веками действовал естественный закон. Сильные выживали, слабые погибали, и природа сама поддерживала равновесие. Но однажды Эндрю нарушил собственный принцип, спасая маленького львенка, который оказался жертвой не природы, а человеческой жестокости. Тогда он еще не знал, что спустя годы это решение изменит его жизнь. После выхода на пенсию Эндрю поселился на небольшой исследовательской станции недалеко от дельты Окаванго в Ботсване. Здесь, среди бескрайней саванны, он продолжал наблюдать за животными. Каждое утро проверял фотоловушки у водопоев, объезжал территорию на старом внедорожнике, а по вечерам записывал результаты наблюдений. Большую часть времени он жил один, окруженный лишь дикой природой. Особенно хорошо Эндрю знал один львиный прайд, который обитал неподалеку. Его возглавляла опытная львица по кличке Нала, сильная охотница и заботливая мать нескольких поколений львят. Прайд часто проходил рядом со станцией, но животные всегда держали безопасную дистанцию, не приближаясь к людям. В конце засушливого сезона ситуация изменилась. Рейнджеры все чаще замечали следы автомобилей в охраняемой зоне, а камеры фиксировали ночные вспышки света. Все указывало на появление браконьеров. Несмотря на совместные поиски, поймать преступников не удавалось. Территория была слишком большой. Однажды ночью Эндрю разбудили 2 далеких выстрела. Уже на рассвете он отправился туда, откуда доносились звуки. Увиденное казалось страшным. Среди вытоптанной травы лежали тела 2 львиц и крупного самца. Повсюду виднелись следы шин и человеческих ботинок. Браконьеры забрали львят и скрылись. Когда Эндрю собирался вызвать рейнджеров, он услышал слабое мяуканье. В густом кустарнике прятался крошечный львенок, которому было около 2 месяцев. Испуганный и обезвоженный малыш, вероятно, спасся только потому, что успел спрятаться во время нападения. Теперь он остался совсем один. Ученый понимал, что без матери детеныш не проживет и нескольких дней. Обычно он никогда не вмешивался в естественный ход событий, но здесь причиной трагедии стали люди. Поэтому Эндрю осторожно забрал львенка на станцию. Первые недели были очень тяжелыми. Малыш почти не ел, постоянно искал мать и жалобно пищал по ночам. Эндрю консультировался с ветеринарами по спутниковой связи, кормил львенка и круглосуточно следил за его состоянием. Постепенно силы начали возвращаться. Через неделю он уверенно стоял на лапах, а спустя месяц уже бегал по просторному загону. Ученый дал ему имя Тарек. С каждым днем Тарек становился все сильнее. Он играл, устраивал засады на птиц, преследовал ящериц и учился вести себя как настоящий хищник. Несмотря на привязанность к питомцу, Эндрю понимал, что его задача — не приручить льва, а вернуть его в дикую природу. Чтобы сохранить природные инстинкты животного, возле станции построили большой реабилитационный вольер с высокой травой, кустами и укрытиями. Контакт человека с львом постепенно сокращался. К году Тарек уже почти не нуждался в постоянном внимании людей и все чаще вел себя как настоящий дикий лев. Началась подготовка к выпуску. Самой сложной проблемой было то, что Тарек вырос без прайда и не получил навыков, которым обычно обучают родители. В вольер стали выпускать живую добычу. Сначала молодой лев ошибался, но постепенно научился успешно охотиться самостоятельно. Через 2 года после спасения настал долгожданный день. Рейнджеры открыли ворота вольера. Тарек долго смотрел на бескрайнюю саванну, затем медленно вышел наружу. На мгновение он остановился, оглянулся в сторону станции, где стоял Эндрю, после чего исчез в высокой траве. Жизнь снова вошла в привычный ритм. Иногда камеры фиксировали молодого льва с характерными отметинами на морде. Эндрю сразу узнавал Тарека и видел, что тот успешно освоился в дикой природе и занял собственную территорию.